Привет, друзья! Сегодня у нас в мастерской Scott Genius 940. Это современный и технологичный велосипед 2024 года. Он укомплектован воздушной вилкой Marzocchi Z2 с удаленной блокировкой, а также системой управления подвеской Scott Twin Lock. История, которую я хочу рассказать, будет полезна не только продавцам и механикам, но и всем тем, кто сталкивается с настройкой, обслуживанием такой сложной техники. Этот велосипед вернулся к нам от одного из продавцов. И хотя изначально я согласился принять его обратно, но, к сожалению, после того, как мы изучили проблему, я не могу этого сделать. Почему? Я расскажу и покажу в этом видео. Причина простая, но неприятная. Неопытное вмешательство в настройку блокировки, следы от инструментов и большое количество визуальных дефектов на регулировочных болтах. Все это сильно испортило внешний вид велосипеда и лишило его товарного состояния. Это видео – разбор ошибки, допущенной при настройке вилки, а также наглядный пример того, почему так важно обращаться к документации перед тем, как брать в руки инструмент. Современные велосипеды стали слишком сложными, чтобы настраивать их вслепую. Что с блокировкой? Неправильно ее установили. Перекрутили пружинку, но в другую сторону. И в таком виде она сейчас. Пружинка должна быть геометрически ровной. Мне тут просто надо механически ее подогнуть. Вилка Marzocchi – это то же самое, что и вилки Fox. Fox приобрел эту компанию, поставил туда свои демпферы предыдущего поколения, тем самым сделал дешевые варианты своих вилок под брендом Marzocchi. Блокировка реализована таким образом. Здесь есть игла, свободно вращающаяся, но имеющая в конце упор. Это и есть то самое положение, где вилка заблокирована. В этом положении крутилка выносной блокировки соотносится с двумя точками. Вторая точка напротив болта фиксации троса. Именно этого и нужно достигнуть при настройке этой блокировки. В крутилке есть паз под пружинку, он один-единственный. А вот в ответной части под пружинку очень много вариантов установки. Сделано это для того, чтобы преднагрузить желаемое усилие на возврат этой самой крутилки. Начнем с того, что мы поправили пружинку. Она теперь, конечно, не идеальной формы, но близкая к тому, как это должно выглядеть, для того, чтобы она могла свободно помещаться внутрь. Далее. Крышка блокировки стоит вот так, без пружинки. Перехвачу. В таком положении у нас открытая блокировка. В таком положении у нас блокировка закрытая. Для того, чтобы настроить вилку, закрытое положение, нужно закрутить иглу до конца и установить крышку блокировки таким образом, чтобы она совпадала с болтиком крепления троса. Мы это сделали. Затем, для упрощения, мы снимаем крутилку и ставим себе метку, что это крайнее положение, которое соотносится с болтом фиксации троса. Затем в крутилке есть отверстие, которое должно соотноситься с выступом или загибом пружины для его фиксации. Поскольку у нас пружинка деформированная, не сразу можно попасть. Попал. И пружину нужно завести, то есть блокировку нужно установить таким образом, чтобы в свободном положении она стояла в каком-то положении. Сейчас мы это соотнесем. И для того, чтобы она возвращалась, пружину нужно перекрутить. Как раз для этого у нас есть большое количество
положений на ответной части. Допустим, ну, как обычно делаем это мы в бисайкле, достаточное усилие является, когда блокировка изначально стоит болтиком вот здесь. То есть вот так. И мы ее перекручиваем до начального положения где-то на 3/4 оборота условно. Поскольку мы поставили метку, откручиваем до как раз этого положения, где-то вот так. И ставим нашу блокировку. Притягиваем ее болтиком. И смотрим. Это положение открытое. Сейчас я перехвачу. Открытое положение блокировки. Как видите, уже имеется усилие на возврат. А это закрытое. Все. Единственное, что нам осталось, это притянуть трос и проверить работу блокировки уже на велосипеде на полу, для того, чтобы убедиться, что блокировка включается. 700 еще короткий. 3200, да. Если сдаются давно, мы тогда их заказываем, и как они едут, мы вам позвоним. Нет, все по факту. В итоге мы, я как понимаю, Все. Итак, ребят, мы настроили блокировку и восстановили работу вилки. Но, к сожалению, принять этот велосипед обратно я уже не могу. Визуальные повреждения очевидны. Перед отправкой к нам блокировка была закручена не по резьбе, а болты имеют слишком много визуальных дефектов. Все это результат вмешательства без должного опыта, без подходящего инструмента и изучения документации. Я отправлю велосипед обратно продавцу и надеюсь, что это видео будет полезно всем, кто обслуживает и собирает современные велосипеды. Но важно помнить, что механик не обязан знать все. Но настоящий профессионал, если чего-то не знает, всегда сначала читает документацию, если чего-то не понял, ищет дополнительную информацию и только потом берет в руки инструмент. А что вы думаете об этом случае? Стоило мне все-таки принять велосипед или я поступил справедливо? Напишите в комментариях, что думаете. А самое главное, не бойтесь, ребят, учиться. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. И остался последний штрих. Установка концевика на трос.